Поехали. И раз. И снова здравствуйте, дорогие уважаемые наши телезрители. Рад вас приветствовать вновь в нашей студии, на нашем стриме. Сегодня у нас в гостях замечательные люди из самой Дании, представители, а производители столь замечательной акустики DALI. Хочу вам представить руководитель компании, это Ларс Ворре, прошу прощения, Вор, и директор по продажам Ларс Миллер. А также с нами сегодня ведет стрим Михаил Сергеевич Борзенков, лидер группы электромонтер, всегда путал это, да, и, собственно, блогер, всеми любимый и уважаемый человек. А также, предупредя ваш вопрос, уважаемые друзья, зрители, что это за мужик, в данном случае в верхнем левом углу. Мое имя Андрей, фамилия Семенов, и я эксперт компании пульт.ру. Да, итак, по порядку. Наш стрим сегодня будет в основном, не будет лирики, будем вещать в форме вопрос-ответ, так как вопросов уже набралось много. Плюс у нас сегодня не просто стрим с промо-акцией от компании DALI, о которой вы сможете узнать из чата, но у нас сегодня проводится розыгрыши, и не просто розыгрыш, а наушников DALI IO4. Собственно, IO4 и не простые, а, собственно, золотые. А если быть откровенным до конца, то они уникальные, они необычные. А в чем их уникальность, спросите вы, дорогие друзья? А уникальны они, потому что они с подписью Михаила Сергеевича Борзенкова. И даже есть наклейка «Михаил одобряет этот выбор». Так что, ребята, дерзайте. Да, кстати, и победителем будет тот, кто задаст, по мнению наших друзей из Дании, лучший вопрос сегодняшнего стрима. Так что пишите вопросы в чат, я их обязательно буду озвучивать. И, собственно, победителя мы узнаем в конце нашего сегодняшнего вечера. И еще один нюанс по поводу ценного приза. Уважаемые друзья, чтобы идентифицировать победителя, того, кого определят наши друзья из Дании, вам необходимо будет вновь продублировать свой вопрос в чате, плюс указать фамилию, имя и последние 4 цифры телефона. После чего завтра, либо в любое другое удобное для вас время, позвонить в компанию пульт.ру по бесплатному номеру 8 800 3 пятерки 5152. Этот номер вы сможете, собственно, найти на нашем сайте pult.ru. Связаться с нами, спросить Семенова Андрея, поверьте, я здесь единственный экземпляр с таким именем, тем более с фамилией. Вот, и, соответственно, вы назовете имя, фамилию, и, собственно, я вас прошу, есть один нюанс, позвоните, пожалуйста, с того номера, с которого вы указали, чтобы я мог определить, что вы звоните действительно, что это вы, скажем так, чтобы исключить вероятность мошенничества. Вот. Собственно, хватит прелюдий, начнем наш стрим. Вопрос, который у нас завсегдатый наших стримов, данных ребят мы, собственно, он не обойдет, а спросим, как у нас компания DALI сейчас проходит режим самоизоляции и как сама компания DALI себя чувствует на текущий момент. Михаил. Ну, тогда я беру бразды правления на минуточку. Спасибо. Окей, значит, ребят, я еще от себя немножечко, секунду. Я в кепке, потому что закрыты парикмахерские, предупреждаю сразу. Не пугайтесь. Окей. So, guys, Lars says, у нас тут, видите, два Ларса. Один заведующий маркетингом в компании DALI, а другой Ларс Ворре, это, собственно, человек, который уже лет, 30, что ли, возглавляет контору. Ну, короче, это, надо сказать, спросить, как долго. В общем, короче говоря, Lars says, how's it going on in Denmark? How's it going on DALI production? Are you able to make speakers now, or you are really sitting at home, all of you? So how is it going? Well, I'll answer. Hello, everyone. Thanks for having us here.
Всем привет, спасибо, что позвали. We are manufacturing speakers. We have, I would say, 85% speed on production at the moment. We have a few people working from home, those who are able to work via IT communication. We were a little bit more shut down some weeks ago, but now we are more or less at full speed. Oh, cool. Let me translate now. Yeah. Слушайте, представляете себе, они на самом деле сейчас где-то 85% стандартной нормы производства делают, то есть люди работают на фабрике, все нормально, колонки собираются. Конечно, все, кто могут сидеть дома, это прежде всего, понятно, все там финансовая, маркетинговая часть, кто может из дома по компьютеру работать, они сидят дома, но в целом Ларс говорит, что производство восстанавливается, и вот у них буквально пару недель назад был вот пик, когда им реально пришлось свернуть всю работу, а сейчас уже все отпускает. Так что у них так вообще из самоизоляции уже уходит. So you are actually coming out of isolation these days. Yes, we were never really fully isolated. The Danish government took some quite tough measures in the beginning, but they allowed us in the private industry to remain going to work as long as we had some distance rules and all these, sanitary rules implemented. So I've actually, myself and a portion of other people, we've gone to work every day since the beginning. Да, потому что говорит Ларс, что в Дании правительство ввело очень строгие меры вот в самом начале, то есть они там типа всех построили, но, во-первых, уже отпускают, а во-вторых, для частного бизнеса там вот они более мягкие правила ввели, что да, если вы соблюдаете там дополнительные санитарные нормы, расстояние между работниками и тому подобное, то можно продолжать работу. И вот они продолжают. Собственно говоря, Ларс говорит, ну я вот, видите, сейчас на работе сижу действительно. Ого. We feel we are on the way out of it, but we should be careful, of course, not to just cancel all precautions. So I'm pretty sure this will have an effect for quite a long time. But I'm happy to say that we believe and we feel that we are over the worst. Some of the stores, some of the shops south of Denmark who were formerly closed are now starting to reopen and so on. And if that goes well, I believe we are seeing the positive trend again now. Okay, good to hear that. Ну, короче говоря, смотрите, они действительно, у них ощущение, что все-таки уже мы самую тяжелую часть прошли в Дании. Вот сейчас уже все потихонечку открывается. Вот на юге страны уже магазины, которые были закрыты некоторое время, сейчас уже начинают постепенно открываться. И, в общем, все возвращается более-менее в норму. И у всех как бы лучшие надежды на то, что, слава богу, наконец они выбираются из всей этой ситуации. Окей. Андрей. So, Андрей, do we have some questions? Если у нас вопросы, давай на это переходить уже к ним. Да, вопросы у нас есть. И первый вопрос от Романа, цитирую. Как этим гениям из DALI удалось создать столь потрясающую акустику DALI Ларсом 5 в небольшом объеме, целая бездна звука? Оптикон 5, да? Аберон 5. Аберон. Okay, Lars, there's a complimentary question, actually. We shouldn't start with that. But okay, there's a guy who is saying, I don't understand how genius should be a man to make an Oberon 5 speaker to input so much sound in such a small enclosure. So, Lars, please try to answer. Well, thank you for that. I take it very positive. But when we designed the Oberon series, of course, the smaller speaker you develop, the more careful you should be to make the speaker able to sound like it is actually bigger. Mm-hmm. And one of the targets that you go for in let's say, a smaller footprint speaker like an Oberon 5 is to make not just the frequency range as rich as possible or as wide as possible. What is even more important is that you make the speaker create a large soundstage. We need to translate that. Ну, в общем, спасибо за вопрос, очень приятно. И Ларс, я так заметил, он сначала сказал, я это очень на свой счет принимаю, сказал он, но потом сказал, приятно принимаю. В общем, короче говоря, это тот самый гений, о котором вы говорите, вот он перед нами. Значит, это раз. А второе, значит, он говорит, что когда делаешь самую маленькую колонку в линейке, это вот на самом деле самое сложное, потому что тут задача стоит не только сделать у нее динамический и частотный диапазон максимально широким,
что, в принципе, сложно в небольшом объеме. Но, с другой стороны, еще сделать, чтобы было ощущение от нее, что играет колонка гораздо крупнее, чем она на самом деле есть. We can go on. So, for example, if you look in the school book for speakers, there seems to be an understanding that the deeper bass you can play from a speaker, the bigger it will be or the bigger it will sound. It is not entirely true. And as you cannot really obtain full level at very low frequencies from a speaker like Oberon 5, what you have to work with is the imaging. And imaging is a skill that requires, I wouldn't call it genius. It requires a lot of experience and a lot of listening and a lot of experiments. And when you listen to the speaker and you change the parameters, you also change the imaging. And once you get that right, you look at a speaker that's not very tall, but the sound is coming from a point much higher than the actual speaker, which start make your brain believe that you are listening to a very big speaker system. Oh, let me translate that now. That is a part of the secret. Yeah, значит, слушайте, Ларс, конечно, большой специалист по серьезным речам, попробуй сейчас перейти. Значит, короче говоря, смысл в том, что когда ты делаешь вот такую вот маленькую колонку, очень важно не столько как бы, какими-то техническими параметрами заморочиться, сколько постараться, ну, как бы иметь вот этот самый слуховой опыт, умение настраивать звук, да, и вот он говорит о, как вот на английском это imaging, ну, то есть картинка, как это, ну, условно говоря, сцена звуковая, когда ты, заменяя разные параметры в акустике, да, и слушая ее непрерывно, да, то есть не просто там ты в приборах там АЧХ крутишь и что-то там предполагаешь себе. Нет, именно ты меняешь какие-то параметры и слушаешь колонки, и добиваешься того результата, когда у тебя источник звука, кажется, находится выше, например, и в другом месте, вот, не там, где, не на том уровне, где находятся эти колонки. Тогда у тебя психологически это ощущение, что играет гораздо более крупная акустика. И вот это один из секретов. We can go on now. Lars, was that all? No, well, I will give you one more hint because it's more complicated. But when you use very good drivers with low distortion, on smaller speakers, those drivers will be loaded more relatively than the size may prefer. So when the driver can take that, it will not reveal itself sonically, so that you will not feel that it sounds small. It will actually be without any stress. And speakers playing without any stress are normally big speakers. So when you get the small speaker stressless, it sounds like a bigger speaker. Oh, well, very good point. Значит, вот что интересно. Ну, Ларс сказал, что, конечно, говорил, что вот то, о чем я говорю, это вот вершина айсберга. Понятно, что на самом деле все гораздо сложнее. Но вот еще один очень важный момент, это, собственно говоря, качество драйвера, который используется в колонке. То есть его умение, способность выдержать большую нагрузку и свободно, без искажений отрабатывать большую, так сказать, амплитуду движения и большую, как это называется, энергию, да, большую мощность. Так вот, обычно мы, когда слушаем, это большие колонки играют как бы легко, без перегрузки. Маленькие колонки, им приходится как бы больше напрягаться, чтобы получить ту же мощность. И это слышно. Так вот, если вы сделаете такой драйвер, что он легко играет даже в маленькой колонке, да, то у тебя создается ощущение, что играет большая колонка, чисто, опять же, психофизиологически. Потому что легко работающий без искажений диффузор, он ты привык, что так работает большая колонка. А когда ты слышишь, что так работает маленькая колонка, это сразу дает тебе эффект, что вау, а как она может так играть? Ну вот, наверное, в этом и секрет. Yep. Any more questions? Андрей, следующий вопрос. Да, и, кстати, продолжение, с вашего позволения, в плане серии Oberon 5. Есть ли какие-то рекомендации со стороны представителей компании DALI по, скажем так, максимальная площадь комнаты, куда можно ставить DALI Oberon 5? Okay, there's actually a practical question that if we start talking about Oberon 5, what do you think the volume of the room, the maximum volume of the room there you can use Oberon 5 speakers? The maximum volume of a room for a given speaker depends a little bit depends a little bit on the
the type of acoustic. For example, if you have a room that has a very cold and very reverberant sound, it's different than if you have a very well-damped room. But let me make it simple. I would say a room up to 30 square meters would be a good fit for the 5. Maybe I would say even 25, because we have another model called the 7. And, you know, at some point, it might make more sense to go for the bigger speaker rather than, you know, trying to squeeze the speaker's performance to the end. But most people will be surprised how big a room that the Oberon 5 speaker can actually fill. And I think that was also built into the former question. Отличный, кстати говоря, ответ. Значит, в общем, Ларс говорит, что, во-первых, вы учитываете, что, конечно, комнате рознь, да, есть комнаты с белыми стенами, вот как у вашего покорного слуги, где есть реверберация и все такое. Есть сверхзадемпфированные комнаты, в которых там все коврами завешено, и колонки будут вести, конечно, себя кардинально по-разному в этих помещениях. Но если максимально упрощать, вы говорите, что, ну, вот думайте о максимальном размере комнаты для пятерок 25-30 метров. И это вот такой момент, что типа ну, вот в 25 вы обалдеете, как они легко их будут закрывать. В 30, если честно, все будет, по идее, нормально, но есть модель маленького напольника с индексом 7, Oberon 7, и вот в 30, например, Oberon 7 уже будет, вот, конечно, гораздо более вместе. Вот. Спасибо за ответ. Продолжим. Next question, please. Да, вопрос от доктора Полякова. Я попробую, он, собственно, 2 вопроса, перефразируя первый, попробую соединить два вопроса в один. Акустика DALI имеет узнаваемый фирменный почерк, характер. Собственно, как компания DALI искала тот эталон звука, к которому стремилась или стремится при создании акустики, и менялось ли со временем это представление? Good question. So the question is, of course, DALI speakers have a certain character. So the question is, how did you develop that character? Did it change through the years from the beginning of the company to nowadays? So the character of the speaker and how was it changing through the years? Well, it's a good question. And I would say normally I would idealize it by saying a good speaker doesn't have a character, but I think that's not what the question is about. Yep. The question is about how will you recognize a DALI speaker maybe from other types of speakers. And I think one of the dominating things that go through all our speakers is that they don't religiously change over years, if you know what I mean. We don't have like a trend that we try to observe all the time. We try to put the target out where the music is and really do our best to make the speaker present the music as we believe it should be intended. And that also means that once we hear a kind of sound in a speaker or a coloration or a signature that is too clear, then we actually try to remove it. Окей, we need to translate that. Значит, ну, говоришь, хороший вообще вопрос. И на самом деле, конечно, характер акустики, это, как вы понимаете, концептуально не совсем то, к чему стремится производитель акустики. С одной стороны, Ларс говорит, что у нас никогда не было, ну, как бы некой вот конкретной идеи, как должна звучать акустика. Мы всегда стараемся просто исходить из мысли, как правильно должна воспроизводиться музыка. И поэтому, когда мы слышим, что появляется какой-то слишком выраженный характер, мы всегда стараемся с ним разделаться. Go on, please. And, you know, it's funny about how we humans perceive music. And I would like to talk more about music than sound, because while you develop a speaker, you work with words like low and high frequency, bass and treble and mid-range. The funny thing is, once you tune the speaker to become correct, it also starts to disappear, and you forget about treble and bass. You know, you would never go to a concert hall, listen to a concert and discuss if there was too much treble or bass. It doesn't exist.
It's just a technical term. Значит, вот хороший, кстати, прогончик. Значит, что, ребята, вы понимаете, что мы вот все время рассуждаем про акустику, про систему воспроизведения звука, исходя из технических терминов. Ну, типа там АЧХ, значит, там количество баса, там, не знаю, прозрачность верха, как это все, так сказать, мы оцениваем. Там много баса, мало баса, хорошо это, плохо. Но подумайте о музыке. Вот вы идете на концерт, академический концерт или там рок-концерт, неважно. Вы что, действительно слушаете музыкантов и думаете, ой, что-то баса маловато, что-то вверх как-то зажат? Нет, даже в голову не приходит рассуждать в этих терминах. Вот, и, собственно говоря, цель создания правильной колонки, правильно настроенной колонки, состоит в том, чтобы вы слушали музыку и забыли о том, что там какие-то там АЧХ в этих колонках должны быть и что они там под собой подразумевают. I want to say in general, designing speakers is about challenging the physical laws. For example, making an Oberon 5, as we discussed before, how do we make it sound like a bigger concert than what you would expect when you see the speaker? You do that by challenging some rules. One thing you should never forget is you have to respect the physical rules, because once you get too far, you are punished. Then the speaker will start to complain and become characteristic. And then it is not any longer a neutral reproduction. It is kind of, coloration or, you know, you are punished. Значит, тоже такой момент, что, понимаете, что вообще-то сделать хорошую колонку – это всегда некий, скажем так, вызов законам физики, да, то есть вот как с тем же Oberon 5, да, вот это маленькие колонки, которые мы стараемся заставить звучать как большие, и действительно это получается. Тут проблема стоит в том, что при этом законы физики надо все-таки уважать, потому что когда ты перегибаешь палку и пытаешься, значит, как-то их заставить колонку с определенными физическими, так сказать, свойствами делать что-то ей не свойственное, то вот тогда-то и начинает лезть невозможная всякая окраска, колонка ведет себя плохо, и, соответственно, получается то, чего не должно получаться. Yeah? But okay, there was another part of the question. If you listen to a DALI speaker today and compare it to one that is, say, 25 years old, I'm pretty sure the 25-year-old speaker will still work, because we operate with extremely long lifetimes in general. But one of the major changes might be that the new speaker will have a slightly lower or maybe substantially lower distortion. That means it will reveal more from the recording, even when you play also, you know, lower level or listen to, let's say, more fine details of the sound. You will probably also note that the later generation speakers are more transparent, mainly in the mid-band, because they have generally lower loss. So there is a change. We also have to remember that the speakers we made in the early 80s were mainly used for, let's say, those days vinyl productions. And the technology was actually okay in the 80s, but if you listen to some of the productions from those days, I'm not sure we would agree about that tonal balance today. I have a lot of LPs from that period where I would say there isn't a lot of bass, for example. Exactly. Oh, perfect. So let me translate that. Да, ну вы смотрите, на самом деле, если вторая часть вопроса, насчет того, как менялись колонки DALI в процессе развития компании. Если вы возьмете там колонки 25-летней давности DALI, кстати говоря, опять же, Ларс замечает, что 100% они у вас все еще работают и в хорошем состоянии, потому что мы стараемся, чтобы наша акустика была максимально жизнеспособна и, в общем, служила вам верой и правдой столько, сколько это, в принципе, возможно. Так вот, если сравнивать колонки там 20-летней давности и современные, вы однозначно заметите, что современные, ну, той же категории, гораздо более прозрачны, потому что сейчас они очень сильно вложились в R&D, в development, и у них, соответственно, там все динамики, все остальное с гораздо меньшими потерями работают, соответственно, гораздо больше деталей вы слышите, прежде всего, скорее всего, в среднечастотном диапазоне. Опять же, надо понимать, что, например, там колонки, которые они делали в начале 80-х, вообще, в принципе, отличаются действительно по там
параметрам и по подходу вообще к тому, как они должны играть, потому что делались они тогда, конечно же, как вы понимаете, для воспроизведения виниловых релизов. Да? Тогда винил был основным носителем. И была весьма характерная, так сказать, частотная характеристика записи того времени, про которую Ларс говорит, мы не будем спорить о том, что баса там было крайне немного. Поэтому колонки совершенно по-другому настраивали, чтобы отыгрывать эти записи полноценно. Сейчас они настраиваются немножко по-другому. Yep. I think that's about it. Yep. Okay. The rest is a secret. Да, все остальное, говорит Ларс, это секрет фирмы, больше ничего не могу вам об этом подробно рассказать. Окей, Андрей, давай, руби нас дальше следующим. Спасибо, Миш, за ответ, за перевод. Ларс, спасибо за ответ. Вопрос к Михаилу. Насколько я знаю, у тебя есть видеообзор с фабрики DALI. Да, всем рекомендую посмотреть, вы все поймете. Да, он официальный, законный. Да, их, по-моему, даже 2. Ну, я имею в виду то, что ребята знают, что была видеосъемка и все. Конечно, да, конечно. Тогда вопрос. Опять же, от того доктора. В видеообзоре вашей фабрики от Михаила, спасибо ему, была показана комната прослушивания, в которой происходит оценка эмоциональной и музыкальной составляющей разрабатываемой акустики. Могут ли ребят, друзья, машина проехала. Да, рассказать, как устроен процесс оценки музыкальности, есть ли набор референсных композиций, по которым происходит оценка? Если да, то могут ли они привести несколько примеров? Okay, so the question is, guys who are watching now our Airstream, asking about my report from the production facilities of DALI, and he says, I saw the room where you listen to your speakers, where you make a judgment on how to tune them. So the question is, first of all, how do you do that, and how much attention do you pay to take a listen to the speakers after you made the measurements and all this stuff? And the second one, do you use any special musical program, maybe tracks that are referential for you to judge the speaker, and if you can name some of them? Well, that's a big question, and Yep. Just to correct one thing, I know maybe from the visit that we showed one room. We have 5 listening rooms that are relatively different. We prefer to use one room maybe for one phase of the development and another room for, let's say, a more final phase. And along with that, we also combine it with our private listening rooms. For example, mine at home. Actually, I have 2 at home as well. It's very important not to work only in one room. Oh, very good. Значит, первый, во-первых, вопрос. Значит, понятное дело, что меня-то, конечно, когда я снимал репортаж, пустили в одну презентационную комнату. На самом деле на заводе 5 комнат прослушивания, они с разными свойствами, потому что принципиально важно, чтобы вы колонки испытывали в разной, естественно, атмосфере. Вот. И, естественно, еще учтите, что мы обязательно все дома слушаем, у всех есть оборудованные комнаты прослушивания, они, естественно, все разные, чтобы мы могли все еще и сами оценить. Вот у Ларса дома 2 комнаты прослушивания, в которых он все колонки отслушивает еще дополнительно. Yep. Secondly, I think I can say that DALI is, as far as I know, one of the companies that listen more in general than we measure. Measurement is good for development of, for example, transducers like drive units. It's good for checking a lot of things and so on. But basically, you cannot design loudspeaker sound by measuring. It will never be the magic feeling of a transparent, coherent sound if you measure too much. And you may even be cheated if you trust the measurements too much. I need to translate that. Вот моя любимая, кстати говоря, телега насчет, значит, святой АЧХ измерений. Начала говорить, вот вообще мы компания, которая на самом деле очень много посвящает именно что физическому отслушиванию колонок. Более того, относимся к самой идее измерений достаточно утилитарно. То есть измерения, безусловно, полезны, когда вы разрабатываете драйверы, когда вы, в принципе, конструируете колонку в начале.
Вот, опять же, драйверы же DALI делают сами, так что учтите, что они измеряют там абсолютно буквально все. Вот. Но при этом Ларс говорит, что сделать колонку, которая звучит так, чтобы нравилось, так, чтобы было вот слитное звучание, чтобы она как бы запела, по измерениям сделать невозможно. Более того, измерения, если вы будете верить измерениям и будете строить колонку исключительно исходя из цифр, у вас никогда не получится хорошей акустики. Вот такой вот заход. It's difficult to explain how the relation between measurement and listening is going on, but I can give you two examples. One example is you can actually go into a measurement room and design two speakers in very different ways and make them have exactly the same sonic measurement, frequency response and other responses. But you can go into a listening room afterward with those two speakers, and 10 out of 10 people will not believe that they are anywhere identical. One will be better than the other, and they will be different. And that's a good point. Значит, вот как бы, ребят, значит, соотношение вот этой вот идеи прослушивания и измерения, его трудно, ну, как бы так, технически и логически обосновать. Но расскажу вам просто, сделаю два примера, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Если вы делаете колонку, вы можете сделать две колонки по абсолютно разным принципам, с разными драйверами, разными корпусами, всем разным. И технически по параметрам вы можете легко их сделать абсолютно идентичными по всем измеряемым параметрам. При этом вы зайдете в комнату, и вы услышите, что это абсолютно разные колонки. Одна однозначно будет играть лучше, чем другая, при том, что технически вроде бы по всему, что мы можем измерить, они будут абсолютно идентичны. Вот как бы о ценности измерений. Yep. That was one example. Another example I can give is that you can develop the speaker up to a level where you find it's very good. Listen, measure, and now I say, perfect, I approve this speaker. Then you can take it to the measurement room. You can measure it and say, I can still improve something. So now I put on an equalizer. Mm-hmm. I make it perfect from a measurement point of view. Then you go back to the listening room and listen to the equalizer and the speaker. And in 9 out of 10 cases, you will prefer to switch off the equalizer. Yeah. Again, it's not you cannot document this by measurement. Ну и вот, и второй пример, это, значит, вот вы делаете колонку, ну, то есть как мы их делаем, ну, вот померили, значит, послушали, что-то поменяли, еще померили, еще послушали, еще что-то поменяли, короче говоря, вот тюнируем, настраиваем колонку, наконец добились какого-то звука, который нам нравится. После этого мы ставим ее в измерительную комнату, меряем, понимаем, что технически по параметрам можно явно там что-то улучшить. Улучшаем, там, выравниваем АЧХ, условно говоря. Достаем из комнаты измерений, ставим в комнату прослушивания и говорит, в 10 случаях из 10 у нас всегда. Мы потом понимаем, что вот так, как мы настроили на слух измерениями, гораздо лучше, чем когда мы сделали идеальные цифры. Вот так. Yeah. Okay, I think we need more questions. Да, еще вопросы, пожалуйста. Давай, засыпай нас вопросы. Да, спасибо за ответ. Еще вопросы, их много. Вопрос от Вячеслава Караева. Почему новые наушники DALI IO заставляют нервничать и кусать локти других производителей? Ты хватит комплиментарный вопрос задавать, ну, отец. Да ладно, почему по порядку делаешь? Okay, there's another complimentary question which says, well, actually, I will maybe develop it a bit more. So the question was, how could it be that the first DALI headphones make every headphone producer now go nervous? So this was the complimentary, but generally, how do you feel about the performance of your headphones on the market? And actually, what was the idea behind developing headphones, and what should they be? How different should they be from the other headphones to make a living in the market? Okay, there are two directions to answer here, because one is, what did we think before we made the headphone? And the other is, where do we place ourselves and how is it perceived? So the first part is, we set ourselves a goal to make a real hi-fi headphone, but it had to be wireless. That is normally contradicting, because the best
hi-fi headphones are still cabled. We decided that to take the technology and take it as far as we can. This also means that we did not go for the most powerful active noise cancelling on the IO6, because we ran into a dilemma, which is because we wanted to make a very good hi-fi headphone, the ANC will become a threat towards the ultimate sound if you turn it off up to a high level of cancellation. Yes. Значит, собственно говоря, идея вообще сделать наушники DALI и идея как бы этой концепции наушников DALI, она состояла в том, что мы хотели сделать настоящие хай-файные наушники с реальным хай-файным крутым звуком, но при этом все-таки, чтобы они были супер беспроводными. Ну как супер, в смысле, беспроводными, да, но с суперзвуком. Беспроводные, но с суперзвуком. Такой, значит, закидон. При этом главная проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно, активное шумоподавление. И я про него много говорю, касаясь разных наушников. Оно все-таки портит звук, как ни крути. Поэтому они используют, например, в DALI шумоподавление все-таки не слишком большое, ну, то есть, как бы, протокол достаточно, как это называется, мягкий для звука, для качества звука, чтобы все-таки сохранить само качество звучания, так или иначе, в наушниках. Yeah, so we often, the second part is we often get the question, how did you navigate towards the other competitors? Actually, we tried not to navigate too much. We realize what is on the market. We know there is a price point, so maybe we navigate a little bit after the price point. Yes, that's true. But when we sometimes get into reviews against some of these headphones, I prefer to see it the way that it's important that you know what you go for, because there are headphones in the market who can do a much more powerful active noise cancelling. And that's their main feature. Mm-hmm. For us, it was important that the active noise cancelling, when you go to a silent room, will change the sound as little as possible, because we want to maintain the hi-fi virtue. The other thing is, we wanted to make a headphone that has hi-fi first. That means it has to be neutral. And I don't say what I say now to criticize any of our competitors. I just have to conclude that there is a game within headphones where it is sometimes about having the most powerful bass, or maybe having the most creative sound for hip hop, or whatever, special branch of music. And we don't subscribe to that. So our headphone is in most comparisons the most straight headphone, which also means it lives up to one of several criteria for being hi-fi, which is not to change the intended sound of the recording. Yeah, well, when you do that, you divide people in two groups: those who go for that and those who don't. Oh, yeah. Значит, так, надо вспомнить начало ответа. Ларс любит, конечно, говорить длинно. Короче говоря, наушники. Значит, смысл в том, что он начал с того, что, опять же, вот мы все-таки хотим сохранить именно хай-файный качественный звук, поэтому минимум используем шумоподавление, то есть минимальное шумоподавление, скажем так, чтобы оно не портило звук. Опять же, понятное дело, что они ориентируются на некий прайс-поинт на рынке, да, что вот, понятно, сколько стоят наушники и, соответственно, кто конкуренты. И, кстати говоря, конкуренты в этой категории часто делают, собственно, само шумоподавление максимальным и главной фичей наушников. Типа у нас наушники с шумоподавлением. Зашибись. Вот. Короче, Ларс как исходит из совершенно другой. Там, если шумоподавление все-таки надо, то минимальное мы вам дадим. Но вообще-то мы про звук. Вот. А что касается звука, то, опять же, в этой же категории очень распространено то, что называется попытка сделать наушники, как бы красивым звуком, с обилием баса, чтобы, значит, модные музыкальные стили можно было слушать. Речь, конечно, прежде всего о рэпчике, хип-хопчике и всему этому, где там должно быть. Вот. Наушники DALI, они все-таки не для того, чтобы как-то окрасить и как-то специально сыграть конкретный жанр, а они стараются быть максимально нейтральными, чтобы любую музыку, самую разную, с высоким качеством у них можно было слушать. И, конечно, потому что, когда вы делаете наушники вот таким с каким-то слишком выраженным характером, то оказывается, что вы делите людей сразу на две половины. Те, которым понравится характер,
и те, которые мне понравятся. Они стараются сделать минимум характера, максимум просто качества воспроизведения звука, близкого к тому, что было на самом деле записано в фонограмме. Wow. I think that was the answer. We can go for the question. Go to the next one. Okay. Yes. Давай следующий вопрос. Да, и как раз в продолжении темы наушников. Ларс, скажи, пожалуйста, планирует ли компания DALI выпускать внутриканального типа наушников? No, and the obvious next question is if you're planning to make an in-ear speaker. Headphone, of course, not speaker. It is a speaker. Well, we first of all, we do consider headphones and in-ear headphones to be speakers. It is the same, let's say, basic knowledge about hearing and transducers. So, in principle, we could do it. It would still be within our reach, but we have not set out to do it yet. And I don't know if we will do it, but if we do, it should only be if we can make a valuable difference, like we do believe we have done on the IO4 and the IO6. And we have not come to that point yet. So I would say for now, no, but for the future, possibly. Yeah. Ну вот, собственно, ответ насчет вставных наушников простой. Значит, что вообще, в принципе, технически, да, кстати говоря, он меня поддел, что я сказал, типа, in-ear speaker, то есть акустика внутриканальная. Он сказал, ну да, так мы подходим к построению наушников как к построению акустики. Это и есть акустика, как бы, чего тут мы оговариваемся. Вот. Ну, собственно говоря, что касается внутриканальных ушей, то технически сделать их нет проблемы, конечно. Но Ларс говорит, что тут главная проблема концептуальная, то есть если ты делаешь какой-то продукт в этой категории, то должен быть продукт, который явно будет все-таки чем-то отличаться от большинства конкурентов. То есть ты должен предложить что-то свое на рынке. Сделать не проблема, пока что, то есть вот они, например, дошли до какой-то стадии качества, которое они сочли достаточно для того, чтобы выпустить вот эти наушники на рынок. Да? А что касается внутриканальных, то пока что такого ощущения нет. Поэтому вот сейчас нет планов производить внутриканальные наушники, но перспектива вполне может быть, потому что разработки ведутся, насколько я понимаю. Вот так вот. И, кстати говоря, я хотел вам сказать, что, видите, да, тут у нас два Ларса и я, мы сидим в наушниках DALI. Lars, what model of the headphones do you have? Is it 4 or 6? This one is a 6. Вот у него шестерки, у меня, признаться, тоже шестерки. Ларса Мюллера. Ларс Мюллер. I got the IO6. Все имеют шестерки. Let me be specific. It's Michael, it's because it says noise cancellation. That means when you get too noisy, I can switch you off. Ларс надо мной издевается, говорит, что ты понимаешь, что в шестерках шумоподавление есть, и поэтому, когда ты вот начинаешь тараторить, я тебя отключаю. Michael, just one thing to be factually correct. My private headphone at home is an IO4, and this is the one I use here at work. Вот говорит, Ларс говорит, ну так вот, чтобы быть честным, значит, дома я слушаю в четверках все. Мои собственные наушники — это четверки. А эти — это у меня на работе лежат. Я сейчас на работе, поэтому вот так вот. Так, извините, мы отвлеклись на лирику. Да. Go with other questions. Давай, Андрей. Да, и я напоминаю, дорогие друзья, обращаюсь к телезрителям, за моей спиной находятся четвертые наушники, собственно, которые ждут своего победителя. Так что задавайте вопросы. Напомню для тех, кто присоединился к нашему стриму не с самого начала, у нас разыгрываются наушники DALI IO4. Они уникальные. Уникальность их заключается в том, что они подписаны Михаилом Сергеевичем Борзенковым, собственно, и разыгрываться будут они за самый лучший вопрос сегодняшнего вечера. Я добавлю, что мало того, что я еще на коробку наклеил гармонизатор Борзенкова, так что представляете, насколько мощнее, интереснее, подробнее они стали играть теперь. Это уникальный наушники во всех отношениях. Так, вопрос давай. Вопрос. Немного перефразирую с позволения Константина Колбасова по поводу, опять же, наушников DALI IO4. Ни для кого не секрет, они пользуются заслуженной любовью среди наших потребителей. Ну, реально крутые наушники, 6-е и 4-е, никто не спорит. Вопрос следующего содержания. Наушники для дома. А вот какова вероятность, что, скажем так, владельцы профессиональных студий звукозаписи будут использовать их в своих форматах?
Ну то есть, типа, пригодятся ли эти Пригодятся ли, наушники да, в профессионалам? профессиональной деятельности? A question about the maybe some variants of the professional applications of the DALI headphones, because everybody, well, as we the buyers from pull through, a lot of people like the sound, but this is how do you call it, the domestic headphones, yeah, for a usual customer. So how do you think, is there a possibility to use them in studio or for some professional reasons? And do you have any experience in this case, or how could it be implemented? I would say these headphones have a potential to be used in a professional case. I want to be honest also and say that if we had made them for professional use, there would be things we would have made differently. First of all, we would have focused them more on direct cable connection, and probably not prioritized the wireless part as much. I'm not sure either that active noise cancelling makes sense so much in professional use. So, but I would say they have a sound characteristic that will work better for studios than most people think, because even some of the studio phones out in the market are not entirely neutral, and I think that neutrality comes in handy for studio use. But it's fair to say that they were not initially made for studio. That's the truth, and there is a difference. Ну вот Ларс говорит, что, понятное дело, ребята, давайте сразу честно скажем, что эти наушники не делались с прицелом на профессиональную студийную работу, естественно. Если бы мы делали наушники с прицелом на студийный звук, то мы бы многое сделали по-другому. Ну, в частности, понятное дело, что мы бы сосредоточились на том, именно на качестве работы по проводу, потому что там это принципиально, и, конечно, шумоподавление активное вообще ни при чем в случае с профессиональным применением наушников. Вот, поэтому они были бы другими. С другой стороны, они как раз, на взгляд Ларса, достаточно нейтральны для того, чтобы полноценно использоваться в работе с фонограммами, достаточно прозрачны. И, кстати говоря, очень может быть, что более нейтральны, чем многие наушники, которые традиционно считаются студийными и правильными. Они как бы гораздо кривее, чем люди обычно, так сказать, от них ожидают. Вот. Следующий вопрос. Next question. Спасибо за ответ. Друзья, давайте разбавим наш вечер немного компрометирующими вопросами. Вот, наконец-то. Изюминку добавим, да. Вопрос Ларсу Мюллеру. Где больше любят продукцию DALI? В России или в любой другой европейской стране? Ой, so I was expecting some provocative question, but it was not. Lars Müller, this one's for you. Ларс Мюллер, напоминаю, человек, который заведует маркетингом вообще DALI, тоже уже очень много лет. So, which is should I translate that? Which country is I don't know, how do you call it? So people all around the world love DALI speakers, but which countries love those speakers the best? Russia, some other countries, maybe European, maybe America. What's the country with the most popular DALI market? Yeah, now it sounds like if I try to be a little clicky, but in my areas, actually Russia is where the perception of DALI being a high-end speaker is the best. And I think the education, even by end users, are bigger in Russia than in my other countries, because you go deeper into, even all the way out to the end users, they go deeper into what is hi-fi, what is good music. So I'll turn it that way. When we have the show in Moscow every year, I got more clever questions from end users than in most countries, because somehow you're just more interested in deep down, not only enthusiasts like you and me, but all the way to end user enthusiasts. So the know-how of hi-fi is bigger in Russia than in most countries, and the love of good sound is probably also bigger than in most countries.
So it's always a joy to be at those shows because I'll be busy because I really have to have some good answers. Да, ну вот Ларс говорит, что на самом деле даже немножечко в другой плоскости лежит ответ на этот вопрос, потому что в России, понятное дело, что на самом деле я знаю, что Россия один из больших рынков для DALI. Он точно находится в первой пятерке по миру. По крайней мере, так было, когда мы последний раз обсуждали это, когда я ездил на DALI. Вот. Но смысл в том, что в России не просто там покупают колонки, а в том, что в России как-то люди все-таки гораздо глубже понимают суть того, что такое акустика, как бы именно технические аспекты гораздо более людям понятны и интересны. Собственно говоря, понимание того, зачем существует хай-фай, как и почему, оно в России как бы гораздо глубже, чем в большинстве стран мира. Ларс говорит, что я каждый раз приезжаю на наши выставки, ну, в смысле наши русские, на хай-фай шоу, и каждый раз вот только в России мне задают настолько осмысленные и серьезные вопросы, настолько осмысленные и серьезные, что иной раз я даже и с трудом на них могу ответить, вот, но с огромным удовольствием на них отвечаю, потому что, ну, приятно, когда люди реально разбираются в том, что ты делаешь, и как бы с уважением и пониманием к этому относятся. Вот. Ну, был комплиментарный ответ. Ладно, на самом деле какой-нибудь злой вопрос задай, Андрей. Давай. Слушай, ну злых вопросов нет на самом деле. Я это задал, потому что Ларс Миллер, я смотрю, он скучает и хотел принял участие в нашей беседе. И на самом деле я его поддержу, на мой взгляд, да, мне кажется, наши любители хай-фая больше знают, чем товарищи из Европы. Но у нас все еще страна инженеров до сих пор. Мы пока еще эти инженеры живы, так что... И слава богу, да. Да, Так да. что так держать, правильно. Поехали дальше. Вопрос от on. Алекс 97. Почему DALI не делает сабвуферы по высокоуровневому подключению? Разница звучания очень большая. Приходится покупать у сторонних производителей. К тому же обычно усилители не имеют выход на саб. So there's another practical questions. Is that why don't you make a high-level connection in your subwoofers? Because some people need to buy some other brands just because they want to use this kind of connection. And is there a reason behind it, or maybe you have an idea how to implement this connection in the subs later? Okay. I assume you mean by high level, you mean speaker level connections. Yeah, because a lot of electronics don't have a special sub out, and if you want to make it in stereo, you need to connect it to the speaker terminal. Yeah. So let me put it this way. We used to do it in the past, but I know it requires a long memory. But those who go back in time will know that the subwoofers from the mid-90s and on had speaker level inputs. On the best models, we even had a balanced speaker level inputs where both the live and the ground terminal was floating. And the truth is, we dropped it because over time we were realizing that so few people used it and preferred let's say the line level in and the LFE in, that we thought it would be better to use, let's say, the amount of money for other qualities in the subwoofer. So it was a choice we took to deselect it. It can, of course, always be reconsidered in the future. Ну, слушайте, на самом деле абсолютно тоже практический резон за этим, потому что если кто-нибудь еще помнит, ну, короче говоря, в середине 90-х DALI делали сабвуферы, и они все были с высокоуровневыми входами, даже более того, были балансные разъемы для высокоуровневых входов, то есть там прям все было типа как все хотят, но оказалось, что на самом деле люди, то есть они это все, естественно, анализируют, они все изучают статистику и так далее, практически никогда не использовали подключение по высокому входу, и, соответственно, они просто решили его не делать, поскольку все равно никто его не использует, а лучше эти средства, так сказать, освободившиеся, вложить в повышение качества других элементов саба. Так что нет никакой проблемы с тем, чтобы их вернуть, но по факту, к сожалению, просто подавляющее большинство людей, которые покупают сабы, не используют этот метод подключения, и поэтому как бы смысла его поддерживать пока что нет. Вот. Another question, please.
Давай, Андрей, руби следующий. Да, следующий вопрос. Ларс, спасибо за ответ. Михаил Сергеевич, тебе огромное спасибо за перевод. Я понимаю, что это титанический труд, но продолжим. Да, да. Здесь только кроме титанов никого нет в этом чате. Это точно. Вопрос от Сергея. Что нового Так, сейчас, одну минуту. Что нового в новых разработках компаний, над чем они трудятся в последнее время, когда выйдет новая топовая акустика на смену легендарным Epicon 6 и 8? Ага, окей. Собственно, если они планируют выпустить на смену серии Epicon, то чем она будет принципиально отличаться от этой серии и когда ждать ее появления? Много вопросов. Okay, so there's a lot of questions actually in one. So let's start with the most obvious one. So is there a plan to make a new flagship models? So you now have some larger Epicon speakers as a flagship, as far as we understand. So is there any ideas of doing some new top DALI speaker? And if so, what could it be? Maybe a hint. If not, then what? Well, No. Ah, it's a dangerous question to answer, but we are working on technologies that might one day end up in a flagship speaker, but people have to be quite patient. So it would not be fair to say that it is just around the corner, but we have a dream to do it again. Yes, that's the truth. The other part is that we are not planning any updates of the Epicon for now, as it is still considered to be a high performance speaker that is more or less timeless. And to be honest, it is selling as well as when we launched it. So it also counts. We like our products to have very long lifetime. And I think it has got a status, the Epicon, for being kind of high end at an affordable price. If that makes sense to say, but that's actually what we hear. We even hear people saying it's too cheap. And that's the truth. I need to translate that now. Ну, собственно говоря, как вы понимаете, это всегда каверзный вопрос такой, типа, собираетесь ли вы, значит, что-то тут новое делать, потому что, понимаете, еще чисто бюрократическая и экономическая политика как больших компаний, что ну, они не могут раскрывать карты до того, как продукт будет готов. Короче говоря, Ларс говорит, что, и это, кстати говоря, сейчас мы перейдем к второй части вопроса, что, говорит, мы работаем сейчас над некоторым рядом технологий, которые, безусловно, могут воплотиться в новом флагманском некоем изделии, но пока что никаких планов конкретных о том, что вот мы сейчас вот скоро типа что-то будем делать новое, нету. Мы вот технологии как-то там типа прорабатываем, но вообще эпиконы, что очень приятно, он говорит, что ну как бы мы же исходим из логики экономического процесса и того, как воспринимает их публика. Эпиконы менять никакого смысла нет, потому что вот мы сколько их продавали, когда запустили, столько и продолжаем продавать сейчас. То есть это значит, что они заняли некую вот прям такую нишу, причем он говорит, что заняли действительно нишу такого хай-энда за не очень большие деньги, которая, ну, оказалась достаточно уникальной, и они очень хорошо в ней себя чувствуют, потому что он говорит, что очень многие продавцы и покупатели просто говорят, что вообще-то, конечно, за этот класс колонки как-то подозрительно дешево. Вот, поэтому апгрейдить ее пока в планах нет, потому что она и так вообще до сих пор зашибись. Продолжу вопрос. And actually, you mentioned some technologies that you are working on, and it was the second part of this question. Is there any special technologies that you are now and share with us that are in your engineers are interested in? So what are the the arrows of the development now in the R&D department? Well, I can divide that question in two. One is, of course, regarding technology. How important is technology for speaker design versus the way you apply the technologies? So I would say for us, making the best speaker is not about having the longest list of technologies, but there is one particular area of technology that we pursue or chase quite heavily, and that is to reduce distortion in drive units, and that is the area we will focus on in upcoming, let's say,
flagship speaker the day we decide to do that, and we are not there yet, but we have some interesting things on the way, and they will also be filed for patenting. So you have to understand, I cannot be extremely open on this subject. To say the least, I cannot say more, actually. Окей. Значит, еще раз, I will translate. Значит, еще раз, собственно, ребят, такие вопросы, вы понимаете, на них сложно отвечать, ну, потому что там есть секреты, да, объективно, потому что ребят не могут, вот как бы сказать, а мы сейчас вот, короче, сделали новые, значит, магниты волшебные, потому что, ну, стырят, естественно, все идеи и так далее, и перебьют там конкуренты. Поэтому они не могут все досконально рассказать, но Ларс определился таким, скажем, концептуальным видением того, с чем работает DALI. То есть у них вообще есть, в принципе, концепция, что, с одной стороны, понятное дело, что технологии технологиями, да, но смысл хорошей колонки не в том, чтобы напихать туда максимум каких-то сверхновых достижений этого самого науки и техники, а смысл в том, чтобы их правильно там сочетать. Но у них есть вообще одна главная концептуальная идея, как к чему они вообще стремятся в акустике с точки зрения технологий. Это к тому, чтобы, почему они, собственно говоря, делают сами свои драйверы целиком и полностью, что они стремятся к максимальному снижению потерь в электромеханической системе и, соответственно, к максимальной лучшей именно технической работе драйверов. Вот, собственно говоря, в этом направлении все время ведут свои исследования, и, собственно, поэтому они там используют этот свой легендарный SMC, и именно поэтому у них по-особенному там сделан сам диффузор, и делается только эксклюзивно для них. Вот, все ради снижения потерь, снижения искажений в работе динамиков в колонке. Ну, собственно говоря, чем больше будет этих снижений, тем лучше будет новый флагман. Вот так вот. Окей, we can go on. Следующий вопрос, пожалуйста. Вопрос от Олега Водолазова. Вопрос к представителям DALI. Считаете ли вы, что хорошая акустика должна быть жанрово-универсальной? Если да, то больше всего... если да, то что больше всего, по вашему мнению, на это влияет? А если нет, то почему? Well, I'll try to. So there is a belief in general audience that different speakers have some genre preferences. You know, this speaker plays metal, this speaker plays jazz. So do you think that it's fair to say that speakers have the genre, how do you call it, angled? Or are you trying to make it the genre neutral? And if so, how do you achieve that? So what do you need to make, what do you need to do to make a speaker genre neutral? Let's say that. It is very easy to answer because the answer is no. But I know I need to make it a little more broad, because why do you make different speakers? I mean, one thing is price, how much can people afford, but the other thing is size and quality level. So the answer is no, there's no specific genre that fits better with, let's say, an Oberon or a Rubicon. Absolutely not. And that would be totally against our philosophy. But it's fair to say that if you listen only to chamber jazz and you don't play loud, it could be a good idea to say that a DALI Menuet, or maybe the new Menuet SE, which we're just launching, could be a perfect fit for many people. And I know for a fact that it is, because it's small, it's easy to place. It's not that expensive. You can use more money for a very good amplifier and so on. But you know what? If you listen to very loud heavy metal, or let's say even more critical, symphonic orchestra music at realistic levels, I won't recommend to do that on a Menuet. That's why we have also both better and bigger speakers. But this has more to do with physics and the quantity of, let's say, sound and requirement for resolution at high levels. It has nothing to do with the genre. Значит, ну вот я хотел обратить внимание, в смысле, Ларс, на то, что все-таки здесь важно действительно, во-первых, как бы, конечно же, ни в коем случае колонки DALI не делаются с прицелом на какой-то жанр, да, они как раз делаются жанрово-нейтральными максимально.
вот, что я целиком полностью подтверждаю, как владелец нескольких пар колонок DALI. Ну и вообще это отдельная тема, но тем не менее, теперь я не буду отвлекаться на себя. Значит, Ларс говорит, что тут обратите внимание на такую штуку, что особенности колонок, они, безусловно, влияют на то, как они отыгрывают определенные стили музыки. Ну, почему? Потому что у вас, например, есть колонки минуэт. Это маленькие такие полочники, прекрасно сделанные, высокого класса, достаточно при этом недорогие. Они, я так понимаю, сейчас переделывают новый выпуск какой-то, будет минуэт SE. Вот, они достаточно недорогие, но при этом очень высокого класса, соответственно, вы можете потратить гораздо больше денег на более крутой усилитель. Если вы, например, слушаете в основном камерный джаз, то эти колонки абсолютно закроют все вопросы. Все будет великолепно и с очень высоким разрешением. Но если вы хотите послушать действительно металл на, то, что называется, реалистичном уровне громкости, то на минуэте бесполезно мучить минуэт этим. Вам нужны большие колонки, просто физически большие. Соответственно, если мы говорим, опять же, там, о симфонической музыке, то тоже, но объективно реалистичный уровень звука и масштаба воспроизведения вы получите с помощью больших колонок. Да? Соответственно, чем более подробный звук вы хотите, тем более высокого класса они должны быть, они просто больше по размеру. Вот это, скажем так, вот больше коррелирует с особенностями воспроизведения разных жанров, чем, собственно говоря, идея создания колонки под определенный жанр. Безусловно, DALI так не делает, они делают колонки, которые должны отыгрывать все максимально реалистично и честно. We can go on. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос Дмитрия Попова. Приходилось ли компании DALI изготавливать корпуса акустических систем из редких или экзотических материалов? Wow. So did you ever try to make a speaker cabinet from some exotic or innovative materials? Like everybody uses MDF, but did you ever try to use something else? And was it an idea sometime? Yes, well, I will not define what is. Did you say sophisticated material? But at least I would say exotic. Yeah, we made cabinets in various materials over time. So we have made cabinets in polymer plastic. We have made cabinets in aluminium. We have made cabinets in lamination of MDF and stainless steel. Wow. If you go back in time, yes, we have made cabinets in a formerly patented technology called HornFlex, which was like a cut-through MDF that was filled with some special resin glue. Wow. I will need to translate that first. Значит, Ларс перечислил сразу столько экзотических материалов, что дайте вспомнить. Значит, последнее, что сказал, это какой-то, значит, HornFlex. Это какой-то хитрый МДФ, который при этом пропилен и пропилы заполнены каким-то, значит, клейким составом, соответственно, он меняет все физические свойства. Делали они из каких-то суперпластиков колонки, делали, естественно, металлические корпуса, то есть из алюминия выпиленные, делали из, как он сказал, ламината МДФ и, опять же, МДФ и нержавеющая сталь, ну, то есть я не знаю, что значит в данном случае ламинат, но типа, наверное, они как-то были соединены. Короче, там ад раскрылся перед нами. Okay, we can go on with that. My point is, we have made cabinets in various materials. Even MDF can be handled in many different ways. For example, the MDF in Epicon is a laminate of several layers of MDF that is cut and put together with glue in between and so on. My point is that you can achieve different results with various materials, but even with the same material, the way you use it. In the old days in Denmark, there were many people who preferred to, for measurement reasons, to build speakers in concrete. and I went to listen to some of them, and I would say they were better on paper than they were in real life. If you should translate. Значит, Ларс говорит, хорошая, сказать, была телега. Значит, во-первых, ну, понятно, что, конечно, вы поняли, что они много-много экспериментировали со всеми этими разными материалами, но, опять же, надо понимать, что даже если вы используете один и тот же материал, то, например, вот сейчас они его используют по-разному, потому что, например,
вроде бы как тот же самый МДФ, но в колонках Эпикон это не просто доска МДФ, а это несколько слоев МДФ, склеенные специальным клеем, соответственно, это такая МДФная фанера, которая, соответственно, естественно, имеет совершенно другие свойства, чем просто МДФная доска. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, что эти эксперименты не могут быть бесконечными и заводить бог знает куда, потому что он говорит, в Дании у нас в одно время многие хотели и строили колонки из бетона, бетонные корпуса. И на бумаге по измерениям они были очень хороши, потому что бетон, он как бы максимально нейтральный и вообще хорошо и АЧХ в этих колонках выпиливать. Говорят, слушал я эти бетонные колонки, как бы на бумаге, мягко говоря, они звучали сильно лучше, чем на самом деле. Вот так вот. Yeah, anything to add to that? Yes, I want to add that it is a good question because you can always improve cabinets and you can always work with, resonance and so on. One important thing to say is that many of the tricks there is to improve cabinets, they don't remove resonance. They move the resonance to another place. It is very important that you know how you work with your resonance and not believe that you can take them away. And I will add to that, you should be careful not to spend your entire budget in a speaker on the cabinet. Because one of the things I really don't like to see is when people use very standard average drivers in a very expensive cabinet, just because it's easy to explain to the customer. Mm-hmm. The truth is, 80% of the sound quality at least belongs to the drive units. Very good. Значит, вот хорошее, кстати говоря, объяснение. Значит, что хотелось добавить по этому поводу, что понятное дело, что экспериментировать с этими корпусами можно довольно долго и бесконечно, и вообще можно из них там массу всего пытаться выжить, но один важный технический момент. Резонансы в корпусе, они всегда есть, и избавиться от них нельзя. Можно их только, скажем так, поменять их свойства, да, в зависимости от материала кабинета, от его устройства. Эти резонансы можно отправить, условно говоря, в одну сторону или в другую, где с ними будет проще разбираться. Но они всегда остаются, поэтому эта проблема всегда будет. А глобально, вообще-то, как бы вот этот вот, значит, потратить все деньги, которые ты тратишь на разработку колонки для того, чтобы сделать какой-то супер-супер невероятно модный корпус, это неправильно, потому что все-таки за 80% качества звука отвечают именно драйверы. Сделать какой-то офигенный понтовый корпус и поставить туда чиповые динамики, это сугубо неправильно. Опять же, это с точки зрения маркетинга может быть и неплохо, потому что показать покупателю как-то офигенно сделанный корпус и эти колонки проще продать. Но вообще-то лучше потратить меньше денег на корпус, а больше на динамики, потому что это вклад прежде всего в звук. Вот так вот. That was nice. We go on with the questions. Андрей, руби дальше. Так, вопрос от Дмитрия Попова. Михаил, как всегда, не подражаем. Это восхищение, да? Подколол, ладно. Прогиб засчитан. Давай. Вы прогнулись хорошенечко. Так, да, немного юмора. Спасибо, ребят, спасибо, на самом деле. Так, поехали дальше. Ой, черт, пропустил вопрос. Что касаемо активной серии. Вопрос, опять немного компрометирующий, тем не менее, задам его. Планируется ли выпуск каких-либо акустических систем на смену DALI Цензор AX1 и 5, то есть активных, возможно, беспроводных? Если планируется, то каковы примерные сроки и отличия от текущей серии? Oh, again, the question is about the plans, but I'm going to add something from myself to it. So the question was about the Censor AX, the active speakers, and if you are planning to make another speaker in this category, the wireless, the amplified one, and if there are plans, what time should we expect? If there are no plans in this case, my second question was your opinion on the smart speakers, and do you have a thought of making a DALI smart speaker? Okay, now let's try to answer with the Censor AX. Well, let me answer the last thing first, and then we go back to the AX. Because I don't think the smart speaker and the Censor AX initially serve the same purpose because they are not asked for by the same people. The interesting thing is that many people who walk out blindly and buy a smart speaker,
maybe we should have tried to persuade them to buy a Sensor AX or a similar speaker instead, because they'll end up getting much better sound. But that's a different story. My point on the smart speakers is that as long as they are not what we call mainly too smart and not so much speakers, then we like the idea, but it is a delicate balance. And the better you want to make a speaker, there is a chance that you end up that it will look more and more like a traditional speaker. I see. Let me translate it now. Значит, ну я добавил к вопросу свой вопрос, и Ларс решил начать с моего. Значит, я написал про AX, а потом добавил, что а если мысль сделать долишнюю умную колонку, так сказать, в ответ Google, Apple и Яндексу. Значит, и Ларс сказал, что ну вот на самом деле, во-первых, первый поинт стоит в том, что вообще-то, конечно, вместо любой умной колонки стоило бы лучше купить DALI сенсор AX, и звук-то будет сильно получше. Во-вторых, если так честно, мое отношение к категории так называемых умных колонок сейчас, но по мне так они мало того, что не настолько умные, насколько хотят показаться, так еще и самая проблема, что не настолько колонки, насколько хотят быть колонками. Вот, поэтому, собственно, ну, вообще-то лучше бы те люди, которые покупают там по интернету вот эти вот беспроводные пуколки, лучше бы купили себе DALI AX, Sensor AX, и тогда звук будет на порядок лучше. Ну и в целом, ну пока что непонятно, конечно, насколько можно сделать осмысленную, хай-файную такую умную колонку по одной простой причине. Эти колонки все такие, типа, пытаются быть дизайнерскими и как это называется, зализанными, да, а чем лучше звук ты хочешь из них получить, тем больше она будет похожа на традиционную колонку. И вряд ли люди, которые покупают подобную категорию продуктов, интересуются вот как бы такой классической спикерной историей. А теперь переходим к AX. So Lars, now let's get back to the Sensor AX, and is there a chance to change it for something? Yes, and by the way, we are, I'm not totally sure about Russia at the moment, but we are actually still selling a Sensor AX in case you wonder. And I am a very strong favor for that, what that product can do. But of course, for the longer future, it would be natural to expect that we would go for something that is even more wireless. And yes, that is in our planning. And yes, there is something on the way. I cannot be more specific right now, but the purpose has been to, let's say, for future use, removing the cable between the two speakers. Mm-hmm. So, but that's even more than I should say. Yeah, I know that. Okay, but it's not going to happen tomorrow, right? Not tomorrow. But, on a Friday. On a Friday, yeah. right after the isolation time. Okay. Depending, yes. Короче говоря, насчет AX. Ну, во-первых, как бы AX до сих пор продаются, как вы понимаете. И, в общем, если вы хотите такого рода колонку, то, безусловно, имеет смысл сейчас ее купить, потому что, на наш взгляд, она абсолютно сейчас по качеству и классу своей работы уместна на рынке. Вот, конечно, разработки ведутся дальше. Это будет не завтра, но, скорее всего, действительно в сторону именно большей беспроводности подобного рода категории продуктов. То есть, в частности, они будут делать следующие колонки, скорее всего, без провода между ними. Вот. Ну, кстати говоря, это good point, но вот когда эти колонки будут, как Ларс опять повторяется, я уже сказал больше, чем мне положено, простите. Да, продолжаем. Поэтому going for the another question. Продолжаем. Есть вопрос, очень интересный, на мой взгляд, от Дениса Савинова. Если бы у вас были всего 3 слова, чтобы рассказать о звуке DALI, что это были бы за слова? Wow, good question. So you have 3 words to describe the sound of DALI speakers. What words would you use? You have 3 seconds for the answer. No kidding. Okay. I would say, and I know I don't have more time now, coherent, clear, and fast. Вот, кстати говоря, отличные слова, потому что он говорит когерентность,
прозрачность и скорость. И, кстати говоря, прям вопросов нет. DALI в этом смысле именно так работает. Yeah, thank you. That was a perfect answer, actually. Андрей, давай мы лучше как-то там самые мощные вопросы, а то, мне кажется, мы уже скоро 1,5 часа болтаем, и пора бы уже немножечко... Ты имеешь в виду, посмотри, самые прям интересные? Ну, давай рубани там еще вопросов 3-5, а то уж караул начинает уставать, скажу прямо. Сейчас, тогда, Миша, минуту. Ларс, я думаю, уже там немножечко... Я думаю, что да, если... Давай некий тайм-аут сделаем, ты можешь пообщаться с нашими друзьями из Дании на отвлеченные темы, а я пока посмотрю, просто я шел строго по списку. Да, ты выбери там самое интересное. So, we are now coming to more or less the finish line of our stream, because we already had nearly an hour and a half. But Andrei will now crystallize maybe 3 most interesting questions in his opinion to finish with them. And I actually wanted to discuss a small topic here, coming back to the measurements. What I am interested is, that in our engineers' country, there's a lot of people who really adore the measurements, and especially the frequency response measurement, which a lot of people believe is the main characteristic of the speaker. Of course, it's meaningful. Of course, there are some impedance measurements and some other things. But the question is, what other measurements do you use to judge the speaker? And how valuable are those different measurements in your opinion? So how valuable is the frequency response itself? Maybe there are much more important parts in measurements which we don't consider when we start thinking about it. Yeah, okay, so it will be complex. I'll try to make it simple, but Yeah, frequency response matters, but it is filling too much in the priority of the public opinion. Mm-hmm. For example, you can have a perfect frequency response, but you don't know anything about when the time or when the sound will come. So it doesn't tell you anything about the timing and the rhythm of the signal. Mm-hmm. But there is let's say, a brother of frequency response, which is the energy response in the room, which means equally much. That means, for example, if you have a speaker with a very smooth energy response, that means also how it radiates the sounds to the sides and backwards. Then you can live with a less optimum frequency response in the free field, because your hearing will perceive that the room is filled with coherent sound. Let me translate that. Да, потому что, во-первых, Ларс говорит, что действительно значение кривая чиха сильно преувеличено. Понятное дело, что она имеет смысл, это некий отправной поинт, который действительно все тоже используют. Но есть куча более важных моментов. В частности, кривая чиха вообще ничего не говорит вам о временной составляющей работы колонки. То есть АЧХ есть, а вот в какое время приходит сигнал в разном этом диапазоне, вы не понимаете по ней. Соответственно, у вас может оказаться, что АЧХ-то нормальная, а колонка-то играет совершенно по таймингу в разнобой, и поэтому у вас не получается слитного звука. Второе, это вот еще, на самом деле какой-то более правильный технический термин должен быть, но Ларс говорит, это energy response, да, то есть это энергетическая кривая колонки, которая тоже должна быть очень-очень ровной, и это дает как раз-таки вот эту слитность звучания и правильное распространение звука. Соответственно, это вот, например, характеристика колонок гораздо более важна, чем прямая АЧХ. Пусть у вас АЧХ будет покривее, а вот эта вот энергетическая линейка, да, она должна быть максимально ровной. Yes, we can go on. Other examples are measurements not only on the total system, but also on the transducers, where measurements like distortion is important and relevant if you know how to work with them. For example, third and fifth order harmonic distortion is much more problematic than second and fourth order distortion. So you shouldn't just look at distortion as a figure. It is actually curves, and you should be able to interpret them. И очень важно, естественно, это измерение самих драйверов, да, динамиков. Прежде всего, естественно, количество искажений. Опять же, вот эти вот самые
надо учитывать, что все искажения очень разные и по-разному влияют на наше восприятие звука. Да? Вот там третья гармоника, четвертая гармоника, вторая гармоника, а какой-то из них гораздо лучше воспринимается нашим ухом, чем другая. И, соответственно, вы должны понимать, анализировать это. И это гораздо важнее тоже, опять же, чем просто как-то вот на какой-то вот линейке это все измерять. Вы должны понимать, что важно, что нет. Yep. And a very important measurement that can also be made on complete systems is those measurements who relate to how the time response of the speaker is. It's a combination of listening and also measurement. And one of the measurements is the step response, which can be done both by simulation and measurement, where you analyze how the speaker is able to build up an impulse pressure. Mm-hmm. And that can tell you something about if the speaker sounds, I would say, live and fast, mm-hmm. versus whether it sounds heavy and always behind, which is one of the things we hate most. Yeah. Mm-hmm. Значит, еще очень важный параметр, который на самом деле, опять же, не только измеряется, но и очень хорошо воспринимается на слух, это импульсный отклик. Вообще, это мы опять говорим о измерении целой уже системы готовой колонки. Вот насколько она отрабатывает импульс. Это, прежде всего, говорит о скорости работы драйверов и всей акустической системы. И вы понимаете, что чем лучше она работает в этом отношении, тем более живой звук вы получите, потому что он будет острый, быстрый и создавать ощущение того, что колонка играет живо, натурально, следует движению музыки. А если она плохо отрабатывает импульс, то, соответственно, она будет все время медленной, мутной и создавать ощущение того, что звук все время откуда-то отстает. А это для человеческого слуха максимально неприятно. Basically, our point is you can use measurements to assist speaker development, and it's a good tool if you use it right. I would say measurements are much more valuable for quality control. That's mm-hmm. where they really help you, because one thing, just to give an example, but it's a very important example, is that you listen to speakers, for example, left and right, or over time from one sample to the next, that are identical. And if you use the measurements cleverly, they are very good at telling you whether the speaker is identical or not. And that's where you cannot measure too much. Да, ну и, собственно говоря, что касается измерений, то вообще они на самом деле очень важны именно на стадии контроля качества. То есть вот у тебя есть конкретные параметры, которые ты знаешь, что они важны, да, ты разрабатываешь как колонку, у тебя есть вот это вот, как он там называется, white list или как-то что-то такое по параметры конкретной колонки. И очень важно на выходе, чтобы у вас колонки всегда были, одной модели, естественно, всегда были идентичны, потому что это принципиально важно, если вы используете стереопару, их параметры должны быть максимально близки. Вот, соответственно, на выходе, на контроле колонок, собственно говоря, как на DALI их распределяют, да, очень важно, чтобы они соответствовали и укладывались в вот это вот узкое гнездо параметров, чтобы они были максимально технически идентичны. Вот для этого измерения принципиально помогают. А не столько для разработки. Для разработки они являются точкой отправной. Yes. So we can continue with some final questions, Андрей, да? Да, у нас есть вопросы. Я выбрал из всего того многообразия, которое сейчас в чате находится. Уважаемые друзья, если я чей-то вопрос не озвучил, ну уж не обижайтесь. Да. Ну что, поехали? Давай. Первый вопрос. Он, кстати, чаще всех встречается. Вопрос о перспективах сотрудничества DALI с автопроизводителями. Okay, well, that's an intricate, sudden question. So, do you have any plans to make speakers for some automobile industry? Maybe some fancy cars with DALI speakers. People are expecting it. They try to buy some proper car with a proper sound. Been there, done that. Our plan is to be in the first flying car. Okay. But let's put it this way. This is a question we get very, very often. And the answer is we have thought about it, and we have also had some contacts where we were enabled to talk to a car, designer, manufacturer, and give it a thought. And we have come to the conclusion that we don't think it is
the best thing for us to do, because we would like to get much further with domestic sound improvement in the home. That is our core competence, and honestly, we are not done yet. And I would think it would be a major risk for us and a defocusing. And by the way, there are enough other companies that already do this, so they can probably find the speakers if they like. It will not be DALI. Да, значит, Yeah, but we proved 15 years ago, Lars, that we could do it because we made car speakers based on Phonia. We made car speakers for the aftermarket some years back. I think what you are asking is more if we wanted to join with OEM. yeah. OEM, yeah. And But yeah. Well, you know, you should never say never, but we have considered it, and for the time being, it's not good for DALI, I think, and we have something more to work with. Окей, рассказывай. Первая была прекрасная шутка про то, что, ну, вы, какие сомнения насчет автоакустики? В первой летающей машине, безусловно, будут стоять колонки DALI. Вот. Но дальше разговор, на самом деле, стал серьезным, потому что, ну, во-первых, в принципе, DALI делали автоакустику, ну, как бы, как я понимаю, киты, ну, как это обычно бывает, но это было лет 20 назад. Вот, так что можете попытаться поискать на рынке старые DALI-шные динамики для машин. Вот, но так никакого сотрудничества сейчас не происходит ни с каким автопроизводителем. Причем, естественно, у них велись переговоры, потому что вы понимаете, что это рынок достаточно такой, ну, на нем можно заработать. Вот, Ларс говорит, что, ну, вели мы переговоры с многими производителями автомобилей, в общем, все это происходило. Вот, но, конечно, компания все-таки у них такого масштаба, что если они начнут заниматься автоакустикой, это для них будет слишком большой риск, ну, потому что там надо много заниматься серьезной разработкой, чтобы сохранить класс, уровень DALI. Вот. А все-таки они сосредоточены на домашнем рынке, здесь есть над чем работать, у них куча R&D, он весь загружен, и, соответственно, если они будут заниматься еще и вот колонками для машин, то распылят силы, и есть опасения, что ни там хорошо не получится, ни здесь. Поэтому пока что планов нет, но, как говорится, никогда не говори никогда. Вот, может, потом это в приору поставят когда-нибудь. I need to add one more thing. Есть что добавить. One of the reasons why we have decided for now that we don't want to make car speakers for the car manufacturing. And I don't say this to point any fingers, but it looks like you will very easily end up in a place where you don't any longer make your own speakers. You just deliver your logo. And that is not our philosophy. We are becoming more and more our own manufacturer. And that means we want to have hands-on all the processes. In 9 out of 10 cases, that is not how it works in the car industry any longer. Maybe for the first project, but not for the next ones. Yeah, of course, yeah, I know it. Вот на самом деле очень хороший момент, серьезный на эту тему, да, что вы понимаете, что еще почему DALI не хочет в это все ввязываться, потому что, ну, у них вообще концепция, что они все делают сами, да, это собственная разработка от начала до конца собственной колонки, да, и, кстати говоря, это так не было с самого начала, они к этому шли, и не так уж много лет назад они начали делать вот целиком и полностью все драйверы от начала до конца у себя. Вот, и сейчас колонки DALI — это полностью колонки DALI, никаких сторонних этих самых запчастей. Вот, а в автомобильной индустрии сейчас 9 из 10 случаев — это когда фирма, которая ставит якобы колонки в акустику, на самом деле ставит, в акустику, в машины, на самом деле в машины ставит только свой логотип. Акустика там совершенно из других мест и как бы не имеет отношения к тому, что на самом деле делает эта фирма. Обычно, как говорит Ларс, это бывает вот первый проект, какая-то первая машина, она делается, да, вот целиком полностью вот с акустикой этого производителя, все хорошо, а потом, когда начинается масштаб, ну, в общем, от себя добавлю, что если вы кто-то не в курсе, то 95% всей автоакустики, неважно, что на ней написано, делается одной компанией в мире. Не буду называть ее название, сами погуглите, но вы ее все знаете. Так, another question? Михаил, еще тогда 3 вопроса и все. Вот Okay, 3 questions. С этого момента 3 вопроса, 2 последних. 3 questions since this time. Okay, let's survive that. Okay. Вечер мы закончим компрометирующими вопросами, в принципе, как у нас это принято. Вот.
А сейчас вопрос, так, с автомобиля, да, 3 вопроса. В чем, на ваш взгляд, преимущество использования бумажных диффузоров, формированных древесными волокнами? Okay, a very good question about the cones that you use in your drivers. So you use this fiber wood pulp, and what is special about it, and what advantages does it make in a couple of words? The wood fiber paper cones are basically built on the same foundation as paper cone speakers were for many, many years. I would say almost 100 years. It is an improvement of the classical paper pulp cone, where you get a structure that is reinforced by some fibers that has a longer extension than the paper fibers themselves. It also adds a certain randomness to the cone, so that you on one side get a slightly stiffer cone, but also a cone that has very little characteristic property, meaning that it does not have a spectacular or particular sound. Need to translate it. Значит, смотрите, во-первых, сама идея, значит, этих драйверов, как вы понимаете, драйвер DALI — это бумажный диффузор, в который добавлены древесные волокна. В чем смысл? Во-первых, это абсолютно классическая технология, да, бумажные диффузоры для колонок делают уже 100 лет. И, кстати, это не шутка. Вот. А, значит, здесь что дают эти самые древесные волокна? Они, условно говоря, просто гораздо длиннее, чем волокна бумаги, целлюлозы. Соответственно, они дают диффузору дополнительную жесткость, плюс их вот такое вот, как это, рандомное, как это по-русски, значит, это вот случайное расположение в структуре диффузора, оно дает, соответственно, делает поведение диффузора более, что ли, равномерным с механической точки зрения, да, то есть у него не появляется таких очевидных резонансов, они немножечко так размываются. And the advantage of a paper pulp cone, which is does even better with the wood fiber reinforced cone, is that you have a very good ratio between the cone's own stiffness and the weight. So if you see DALI speaker designs in general, our cones are extremely light, which combined with an extremely powerful magnet motor give you a good ratio between force and weight, and that gives you the ability for the driver to have a very high acceleration, which is key if you want the driver to be able to follow the tricky curves of the music, basically. Да, значит, и что очень важно в бумажных диффузорах, что вообще, в принципе, в бумаге, а тем более вот у конкретно далишных диффузоров, которые еще усилены древесным волокном, что у них идеальное, ну, на взгляд Ларса, сочетание не плотности, не твердости, а жесткости самого диффузора и его веса. То есть они очень легкие, с одной стороны, с них достаточно жесткие. То есть как бы сочетание этих качеств, оно очень оптимальное. И, соответственно, сами конусы в драйверах DALI, они очень легкие, при этом у них мощная магнитная система. Что это дает? Это дает возможность очень быстрого движения, да, очень легкого быстрого движения диффузора, что, соответственно, и дает возможность хорошо отработать вот эти вот сложные импульсы, резкие движения в музыкальной материи, можно я так скажу. Собственно говоря, что и делает колонку, ощущение от звучания колонки живым. Вот. Any more of that? I would say that for us, it is also a lack of alternative. So the wood fiber cones are actually, it's not that we are really religious about it, but most of the composite cones that we have come across, no matter how they are made or laminated or molded, even, very, very advanced polymer cones, we find them to be very often, you can make speakers from them that measure very well, but they often disappoint on the listening. And one of the major issues with many of them is that they get their good measurements by a lot of damping. But you will also find when you start listening to music over these designs that they tend to eat up some of the subtle details in the damping. And I mean, we need the speaker to be lively and agile. And I would still say that the paper pulp reinforced with wood fiber is the best for that. I haven't seen any better.
Вот, значит, ну и, собственно говоря, сравнение с другими материалами, вот для Ларса все-таки именно этот усиленный армированный древесным волокном бумажный диффузор, он является оптимальным и лучшим, потому что они пробовали массу разнообразных композитных диффузоров из самых модных материалов, высокотехнологичных и тому подобного, и вот в большинстве случаев они дают на бумаге по измерениям очень хороший результат. Но за счет чего? За счет того, что у них у всех именно демпфирование диффузора гораздо выше, чем у бумаги. А что как это отражается на звуке? За счет этого демпфирования все-таки какие-то мельчайшие детали съедаются, условно говоря. И поэтому колонка звучит не так живо, не так прозрачно и остро, как вот с бумажным, тем более армированным диффузором. Yes, thank you so much. It was nice. We still have 2 questions. Так, у нас еще 2 вопроса. Да, Михаил, держись. Они будут, я уверен, что с не таким развернутым ответом. Но, тем не менее, переходим к компрометирующей части нашего стрима. Ломай, давай. Какой кабель использует компания DALI для развязки внутри обвязки в акустике? Сейчас я перефразирую. Какой кабель используется для внутренней обвязки в акустике DALI? Yes. So the beloved question here is what kind of cable do you use for internal wiring in the speakers? Cable inside the speakers depend a little bit on the price, the model, the range, but in general we use high quality cable that we know how is made. Mm-hmm. And some of it we even designed ourselves. So if you move up in the models, in some of them we use what is called concentrically wounded OFC copper, where we try to get the stability of the core of the copper better. And we also switch from PVC isolation to PE, for example, polyethylene. Mm-hmm. The point for us is, and we have often been asked, why don't you use this and this brand cable inside the speaker? The point for us is to prioritize where we spend the money best. And for us, it's important that we know the cable we work with. We know we have selected the best cable we could make for money. But once we start using a branded cable, we start paying for the brand. Yep. And some money will go away from the drive units for the budget for that. So it's a balance, like everything else in a budget. It's about prioritizing right. And we have done that with our cables. It's DALI cables, by the way. Да, кстати говоря, на самом деле, отлично. Все ожидали, слушай, я даже тоже ждал, что ответ будет, ну, то есть мы все ждали ответа, типа, ну, там, я не знаю, вот the whole, да? А нет, провода DALI, кстати, вот я что-то забыл, DALI же делает провода и акустические, и мощные. У меня, кстати говоря, есть несколько этих проводов, я хочу сказать, что за эти деньги, которые они стоят, это великолепные провода. Значит, как правило, это медь, но неважно, там у них разные есть. В общем, короче говоря, Ларс говорит, что это, да, это их фирменный провод. Значит, смысл в том, что они покупают провода только когда, ну, то есть только те, которые они знают, как сделаны, ну, то есть чтобы быть уверенным, потому что там есть качество. И плюс, в зависимости от модели, они, конечно, более сложные используют технологии, соответственно, там в Эпиконе, вот он, по-моему, сказал, что там уже провода из какой-то, значит, господи, я уже забыл, в общем, как-то правильно витой OFC меди, плюс, например, диэлектрик уже не ПВХ, а полиэтилен. Вот, что, соответственно, лучше сказывается. Но это, опять же, разработка проводов целиком своя. Это их собственные провода. Так что используйте с колонками DALI провода DALI и не ошибетесь. Я так делал всегда, и все было хорошо. Извините, это была реклама, да, лишняя? Да нет, нормально. В принципе, мы его тоже продаем. Ну, кстати, да, покупайте у нас, он в ассортименте. Плюс напоминаю про промокод, который вас ждет в чате. Крайний вопрос. Последний вопрос, наконец-то. Сегодняшнего вечера, Михаил, да. Кто, по мнению DALI, только прошу честно ответить, кто, по мнению DALI, на сегодняшний день является прямым конкурентом DALI? DALI, да. Okay, the tricky question, after all, more or less, I don't know. So, what companies do you consider
your first competitors on the market these days? So who are the most dangerous competitors for DALI nowadays? I think I will not refuse to answer that, but I will say that it is not so simple. Because even though you think that many brands you look at on the internet are international, the audio industry is more regional than that. You would be surprised if you saw some of the brands we might compete with in one country, and going to, let's say, a country 3,000 kilometers away, they haven't even heard of it. Yeah. So, I mean, if you really count carefully, there are more loudspeaker brands in the world than people think. Of course, there are some companies that are more global than others. And I would say the world is big enough for all of us. And I'm actually more worried. And you think this sounds maybe stupid from a business point of view, but I'm more worried that the good competitors we have screw up, that they will kill us, because they will not kill us. Because we are in an industry where there is space for personal taste, we are all as much competitors as we are depending on each other. And all those competitors are important to make the life around hi-fi vital. And I would rather see them get better than get worse. And there has been a period where some of them got worse, and I'm more worried about that than I'm happy. Good answer, actually. Значит, хороший ответ. Естественно, ну, как бы вы не ожидали же, надеюсь, что вам сейчас скажут, что наш прямой конкурент — это колонки бренда, которые начинаются на D и заканчиваются на еще какую-нибудь букву. Потому что, на самом деле, нет. Ларс, на самом деле, очень осмысленную вещь сказал, что вы понимаете, что в каждой стране это разное. И это правда так. То есть очень регионально зависимо вообще, в принципе, рынки хай-фая. И вот вы говорите, что, ну, там, вот в Дании, например, наш прямой конкурент — это одна фирма, а проезжаете 300 километров в Германию, и обнаруживается, что люди вообще там даже не слышали о таком бренде. Что же говорить про то, что происходит там в Азии, в России. Ну, то есть это я вам тоже могу абсолютно точно сказать, что вот мы там считаем, что, я не знаю, немецкие бренды колонок у нас, они такие, типа, все очевидные, а в Германии вообще никто не в курсе, что они вообще, в принципе, есть. Вот, то есть такой момент. И поэтому вот нельзя, ну, так очевидно по всему глобальному миру, как вот сказать, что вот так и так. Но что еще интересно, и с чем я абсолютно согласен, о чем говорит Ларс, что вообще на нашем рынке ситуация такая, что вообще принцип хай-фая состоит не в том, что вот есть какие-то колонки лучше, какие-то колонки хуже, и они должны других победить. Нет, смысл в том, что существует много разных колонок, много разной техники, у них свои особенности, и это апеллирует к конкретным предпочтениям конкретных людей. Вам арбуз, вам свиной хрящик. Это нормально, не то, что одно лучше другого. И что беспокоит Ларса на самом деле, вот это глобально, не то, что какие-то конкуренты его там победят или отнимут у него там кусок рынка, потому что уже все это плюс-минус давным-давно устоялось. А то, что они, например, кто-то станет хуже и начнет проваливаться, это означает, что большое количество людей, которым нравился определенный характер звука, просто не получают больше никакого продукта, будут разочарованы и вообще, в принципе, уйдут от идеи хай-фая, потому что им больше ничего не будет нравиться. Вот это вот разнообразие разных звуков, разных акустических систем, разной электроники, именно это то, чем живет хай-фай и ради чего вообще все создается. Что у нас есть вот этот вот набор вкусов, которыми мы можем как-то оперировать, и главное, не то, что там одно хуже другого, а просто это вопрос выбора, вопрос своих предпочтений. Тут Ларс говорит, что как вот лучше пусть все конкуренты будут живы, здоровы и очень хорошо сражаются друг с другом, чем кто-то, значит, вот просядет и от этого станет хуже всем, по факту. И я, собственно говоря, всегда тоже об этом говорю, и целиком, друзья, присоединяюсь к этой мысли. Мне кажется, ура была мысль, можем прощаться постепенно. Нет, ну мы как бы, да, это был крайний вопрос сегодняшнего вечера. It was the last question, but we still have our duty. Да, мы должны выбрать лучший вопрос. Сейчас повернусь, я за наушниками. Okay, значит, Andrei went to take the headphones, and we are now approaching the moment when we need to choose the best question. So, did you guys made your
opinions and decided, made your decision? Do you need to discuss it? Well, we can do it openly because we are sitting in the factory in each our room to avoid the echo in the microphone. So, Lars, you're first. Yeah, I actually like one of the first and very short question because that gave you a chance to tell what we think is the most important from DALI. DALI is developing and making sound. And the question was if we develop by measurements or by listening. Ага, I like that one. I need to translate that. Значит, ну и ребята говорят, типа, ну вот мы сидим тут в разных комнатах, естественно, мы совещаться-то не можем, поэтому давайте прямо онлайн открыто и сделаем. Значит, один Ларс, который Мюллер, значит, говорит, что мне понравился вот первый вопрос, который был примерно таким, значит, все-таки на чем мы основываем наши, так сказать, разработку колонок, на измерениях или на прослушивании. Вот он был простой, понятный и очень хорошо раскрывает, как бы, вообще принцип подхода DALI к жизни. And what about you, Lars? Well, that was also on my top two, along with the question, which was also because it was a special question where I had 3 seconds to answer. The three words that mainly describe our speaker characteristics. So Lars, you can decide which of the two, but I would happily go with you. The one. Okay, значит. Then for once I decide. No, you do it more often than you think. Okay. Значит, then I go for the little one, the question. Okay, I need to translate that. Stop that. It's a moment. I need to translate before we finish. Значит, я переведу вам эту прекрасную терку. Значит, ну, Ларс говорит, что... Второй Ларс, значит, сказал, что это тоже вот тот вопрос у него в списке. Ну, и второй вопрос, это тот хороший вопрос, типа, в 3 словах характеризуйте звук DALI. Мне тоже он нравился. Значит, ну, сейчас главный Ларс передал пас большому Ларсу, значит, все говорит, типа, ну вот давай-ка, ты у нас главный по маркетингу, вот ты реши, какой из вопросов типа покруче, да, Андрей? Дадим слово? Да, нет, согласен, у нас 2 же вопроса, да, сейчас, измерение и в 3 словах. Да, измерение в 3 словах. Окей, Ларс, now we... Барабанный дробь. Да, we announced the winner, so which question was... And the winner is the person who asked, do you develop by measurements or by listening? Да, конечно. Поэтому вопрос, конечно, выиграл тот, который выбрал большой Ларс. Ну и мне тоже кажется, что это очень правильный вопрос. Мне на самом деле это вот очень интересный подход. Я всегда стараюсь его транслировать, когда рассказываю про колонки DALI. И мне кажется, он очень правильный. Он очень хорошо отражает вообще суть, в принципе, хай-фай и то, как с ним работать. Поэтому даем наушники тому славному парню, который задал вопрос про измерение и прослушку. Да, Андрей? Да, единственное, я хотел уточнить нюанс. Мы же об одном и том же человеке говорим, где указывалось именно, что как они пришли к характеру звучания, ну, мне кажется, да. Добились своего характера звучания и как они шли. Как он менялся, да. Наверное. Наверное. Я помню уже. Задай, пожалуйста, вопрос. Смотри, давайте так сделаем. Значит, мы сейчас, короче говоря, выбрали вопрос, смысл. Ты посмотришь, ты посмотришь стрим и увидишь, когда мы отвечали на этот вопрос, и поймешь, какой вопрос ты перед этим задал. Вот тот человек и получит этот самый приз. Да? Я так предполагаю, что это Константин. Да, собственно, тот, кто задал этот вопрос, просьба большая, продублируйте его сейчас не в чате, а непосредственно в комментарии к данному стриму. Я напоминаю, что обязательно надо указать имя и фамилию, последние 4 цифры мобильного телефона. И, собственно, я жду от вас звонка в любой удобный для вас день. Также, да, я маленькую рекламу. Победителю мы эти наушники отправим в любую точку нашей необъятной родины, либо доставим самостоятельно там, по Москве в пределах 100 километров, также без проблем. Так что звоните, жду от вас комментария от победителя. Еще раз хочу поблагодарить Ларс Ворре. Спасибо тебе за то, что ты уделил нам сегодня время, отвечал очень развернуто на наши каверзные вопросы. Ларсу Мюллеру также спасибо за то, что он сказал, что Россия один из лучших на следующий день рынков по сбыту продукции DALI.
Дай-ка я переведу. Okay, Lars says. So we now have our congratulations. Thank you so much for the answers, Lars. Actually, it was really deep and interesting to talk to you, and people really appreciate it here. And for you, Big Lars, a special thank you for telling us that we are the very serious nation and we know the proper questions for the hi-fi show. And thank you for being with us. So, any other last words, Андрей? Последние слова какие-то? Все? Нет, я желаю благополучия Ларсам, тебе, Михаил, благополучия им, здоровья их семьям. Пусть они продолжают нас радовать безупречной акустикой DALI, кабельной продукцией DALI, портативными решениями DALI, а также наушниками шестерками, четверками. Собственно, всем хорошего вечера, до новых встреч и пока-пока. Okay, so the last thing I will translate it and then we finish the stream. Okay. I have a very few comments. Okay, большой Ларс хочет еще сказать пару слов. First of all, Michael, I have proved now that I can sit still and shut up for 2 hours. Ну вот Ларс говорит, теперь я могу абсолютно точно сказать, что я способен в этой жизни 2 часа сидеть и ничего не говорить. Удивительно. Secondly, спасибо, guys, that you let us join this streaming event. That has been a pleasure. Второе, как вы поняли, спасибо, ребята, за то, что позвали. И тут было так хорошо, прям было реально приятно слушать и смотреть. And спасибо to the end users for taking time for us and come with those clever questions. I hope that when you see me at the Hi-Fi show in Moscow, when it opens up again, that you don't pass, but you come and you say hello and you ask more questions. В общем, спасибо все, друзья, кто смотрели этот стрим, да, и спасибо огромное за ваши вопросы, очень умные, толковые. Когда мы встретимся на Hi-Fi шоу опять в Москве, а я обязательно приеду, когда оно наконец будет, господи, я жду вас всех, у нас в наших комнатах мы всегда представляем что-нибудь, и буду также готов отвечать на ваши самые каверзные вопросы. Yes. Thank you so much. Okay, Lars, once again, thank you. It was a pleasure to be here. Yeah, a lot. So, Lars, thank you. Goodbye. Thank you. Thanks for very good questions. Good luck with everything. Спасибо еще раз за хорошие вопросы. Ну что, Андрей, все, отрубаемся, да? Все, всем пока-пока и до новых встреч. Ура!